Хотите вырастить крупный чеснок, чтобы выросли большие крупные головки? Все очень просто. Во-первых, чтобы получить крупный чеснок, нужно отбирать только самые большие и крупные головки. Не жадничайте и не экономьте. Обычно хорошие крупные головки чеснока мы съедаем, а средние оставляем на посадку. Всегда хочется скушать самые крупные головки. Но нет, категорически не стоит так поступать. Если хотите вырастить крупный чеснок, то нужно отбирать крупные зубчики. Сначала отбираются самые большие, здоровые и неповрежденные головки, а затем они сортируются. Нужно выбрать чеснок, в котором меньше всего зубчиков, примерно 3-4 штуки. Чем меньше зубчиков в головке, тем зубчики крупнее. И соответственно наоборот. Давайте посмотрим. Вот это у меня сейчас 4-дольный чеснок. Вот смотрите, какие хорошие крупные дольки. Или вот сейчас я возьму многодольный чесночок. Поэтому и говорю, что не жадничайте. А то мы обычно вот такой крупный, такой съедаем, а помельче садим. Поэтому хотите крупный чеснок, обязательно должны быть крупные дольки. Вот разница очевидна. Я думаю, что хорошо видно. Вот, посмотрите. Поэтому хотите вырастить крупный чеснок, отбирайте и сажайте только крупные зубчики из больших головок. Выбирайте самые большие и хорошие зубчики, а которые поменьше оставляйте на еду и на консервацию. Отобранные дольки можно посадить в сухом виде, а можно предварительно обработать. Вот у меня, например, бабушка перед посадкой дольки чеснока замачивает в растворе марганцовки минут на 15-20, а потом сразу садит. Как определить сроки посадки? Примерно за месяц до устойчивых заморозков, до того, как выпадет снег и замерзнет земля. Примерно с конца сентября по первую, вторую и даже иногда третью декаду октября. Чтобы угадать с погодой, можно сориентироваться по народной примете. Старые люди говорят, что если вишня начала активно сбрасывать листья или уже их сбросила, то подошло время для озимого чеснока. Ориентируйтесь, конечно же, по погоде. На мой взгляд, лучше посадить чуть позже, чем раньше. Второе. Что нужно учесть? Хотите получить большой чеснок? Не жадничайте место на грядке. Если сажать чеснок близко, то ему будет мало места. И, конечно, вырастет мелкий чеснок. А чтобы выросли большие крупные головки, нужно, чтобы им было куда расти, чтобы им хватало места для роста и чтобы хватало питания для роста. Если сажать близко, они просто не дадут друг другу расти, будут мешать и конкурировать за питание. Поэтому хотите крупный чеснок, не жадничайте место на грядке, не экономьте, дайте ему хорошие условия. Выдерживайте расстояние в ряду между лунками больше 10 сантиметров. Расстояние нужно выдерживать от 15 до 20 сантиметров. Да, вы скажете, это много, но мы же хотим получить крупный чеснок, хотя бы 15 сантиметров, но больше 10 однозначно. А чтобы компенсировать потерю из-за расстояния на грядке, посадите чеснок на другие грядки. Он прекрасно растет с викторией, с морковкой, картошкой, со смородиной, с малиной и даже с цветами. Следующий момент. Хотите крупный чеснок, нужно садить на большую глубину. Глубина посадки влияет на рост чеснока. Все сталкивались с тем, что чеснок начинает желтеть. Это от того, что он очень близко посажен. Весной почва быстро прогревается, и чесноку становится жарко. Он желтеет, и это влияет на развитие и рост головок. На глубине 10 см и более почва достаточно прохладная. Чеснок хорошо растет и прекрасно развивается даже на глубине 15 см. Лучше всего садить на глубину от 15 до 20 см. Чтобы провести посадку чеснока быстро и аккуратно, выдерживая нужную глубину и расстояние, очень удобно использовать обычную бутылку. Предлагаю использовать следующий метод.
Я взяла обычную стеклянную бутылку, это может быть бутылка из-под пива или газировки с длинным горлышком. И вот отмеряем длину. Почти 15 сантиметров. Больше 10 это уже хорошо. Вот у меня получается 13 сантиметров. Горлышко бутылки закрывается крышкой или пробкой, чтобы не забивалось землей. Отмеряется размер глубины, на которую будет сажаться чеснок, и отмечается изолентой или скотчем, чтобы хорошо было видно границу, по которой будете садить. Чем удобно еще использовать эту бутылку? Помимо того, что с помощью нее легко регулировать глубину посадки, также эту бутылку можно использовать для того, чтобы регулировать ширину посадки в самом ряду. Расстояние от начала горлышка до дна бутылки составляет почти 20 сантиметров. А нам и нужно расстояние от 15 до 20. То есть это самое подходящее расстояние. Получается, с помощью одного инструмента, обычной бутылки, можно отрегулировать и глубину посадки, и расстояние в ряду между дольками. Попробуйте, это очень удобный метод посадки. Большую грядку чеснока посадите за считанные минуты. За неделю до посадки я подготовила грядку и накрыла ее органикой. А теперь убираю всю мульчу и освобождаю грядку. У меня на горлышке бутылки отмерена нужная глубина. Вдавливаю в землю бутылку по отметку. Проворачиваю ее несколько раз, чтобы уплотнилась лунка. И все, лунка готова. Теперь переворачиваю и основанием бутылки отмеряю расстояние до следующей лунки. И так делаю весь ряд. Расстояние между рядами также отмеряю основанием бутылки и делаю лунку. Мне нравится делать лунки в шахматном порядке. Так растение получает больше света и питания. Лунки можно немного присыпать золой в качестве удобрения. Теперь в каждую лунку кладу зубчик чеснока. Если зубчик крупноватый, то слегка проталкиваю его, но очень аккуратно, чтобы не повредить его. Засыпаю землей и уплотняю. Не забывайте посадить бульбочки чеснока прямо на этой же грядке с торца вдоль бортика. Следующей осенью получите новый семенной материал для посадки. И обязательно нужно укрыть грядку от вымерзания и для снегозадержания. Лучше всего использовать сухую органику. Это может быть сухая трава или сено. Подойдет свежая опавшая листва. У меня осталась листва еще с этой весны. Чем больше слой, тем лучше. Мульча за зиму сильно осядет, поэтому не переживайте, можно положить слоем 10 и более сантиметров. А сверху грядка накрывается ветками и палками. Весной убираются ветки, а мульча остается. Чеснок весной спокойно прорастет сквозь толстый слой мульчи. А летом еще подкладывается мульча. Мы проводили эксперимент. Было посажено 2 абсолютно одинаковые грядки с чесноком. На одной постоянно была мульча, а на второй земля оставалась открытой. На грядке с мульчой чеснок был крупней и лучше. Вот и весь секрет. Все легко и просто. Хотите крупный большой чеснок? Дайте немного больше условий. И будете вознаграждены отличным урожаем. Приятных посадочных хлопот и до новых встреч!